Привет всем моим подписчикам и просто зрителям моего канала. У меня для вас очень интересный проект, о котором я узнала недавно. Называется Token Stars. У него очень классная идея. Сейчас у меня будет созвон, запланированный созвон по скайпу с SEO этого проекта. Скажу одно, что это первый проект по токенизации людей. Здравствуйте, Павел. У меня вот первый такой вопрос к вам. Как вообще возможно токенизировать людей и каких знаменитостей вы собираетесь токенизировать? Анна, здравствуйте. Токенизировать людей можно с помощью блокчейна, как раз блокчейн позволяет такие возможности. Я вкладываю в слово токенизировать, это возможность поучаствовать в успехе и помочь звездам спортивным или в других индустриях развиваться и создавать свою стоимость. Мгм. У вас сейчас какие-то звезды именно в спорте, да? Получается, профессиональные спортсмены, вы с ними как-то будете работать, да, сейчас? Да, Token Stars — это агентство по раскрутке знаменитостей. Мгм. Мы начинаем с спортивной индустрии. В первую очередь это будет мы начинаем с тенниса, который уже запущен, в котором у нас есть первые контракты с игроками. Мгм. В скором времени мы выйдем в футбол Мгм. и также другие виды спорта. Также к концу года мы планируем выйти в киноиндустрию, музыкальную, Мгм. и Сколько вообще вообще? в различные виды, где Мгм. человек может раскручиваться, участвовать в своем и предоставить другим возможность поучаствовать в своем успехе. А если не секрет, сколько зарабатывают успешные спортсмены, какие-то звезды, там у них контракты, да? Вот расскажите, пожалуйста. Ой, звезды вообще зарабатывают астрономические на самом деле деньги, то есть там топ-звезды уровня Роджера Федерера или Маши Шараповой, они Мгм. зарабатывают только на призовых, только от того, что они участвуют в турнирах, Мгм. более 50 миллионов долларов за карьеру. Но на самом деле их основной доход составляют рекламные контракты со спонсорами и крупными рекламодателями. Например, у Мгм. Маши Шараповой за всю карьеру она заработала больше 280 миллионов долларов только на рекламных контрактах. Это Согласна. просто астрономические цифры. Да, согласна. Естественно, если говорить о игроках не такой звездной величины, которые выигрывают там за Мгм. свою карьеру несколько турниров, то их доходы варьируются обычно от 2-3 миллионов долларов за карьеру Мгм. до 10-15 миллионов, в зависимости от Понятно. уровня турниров и от рекламных контрактов, которые они заключают. Мгм. Спасибо. Я читала у вас на сайте, что первый инвестор — это интернет-предприниматель. Расскажите, пожалуйста, о вашем первом инвесторе. Да, нашим первым инвестором стала Лена Масалова. Она достаточно известный интернет-предприниматель, создавала российский Groupon, Мгм. создала разработчика игр Pixonic, который Мгм. недавно был куплен Mail.ru Group, и создала очень известный венчурный фонд Adventure, Мгм. у которого очень успешный трекшн в плане инвестирования и выходов из проектов. Сколько, И она если не секрет? первой поверила в наш проект и в Мгм. феврале предоставила как раз seed раунд инвестиций, Ага. посевные инвестиции для развития нашего агентства. Сколько, если не секрет, она проинвестировала? Не секрет, это первая сумма была 300 тысяч долларов. Хорошая сумма для первого инвестора. Прям загорелась, наверное, Ну, это идеей. как раз seed раунд, там было очень важно быстро реализовать свой продукт, потому что мы понимали, что на рынке есть огромная возможность Мгм. для выхода и для работы с большой аудиторией спортсменов и их Да, болельщиков. да. Вы запускаете ICO со своими токенами. Какой вообще интерес приобретения этих токенов? Как их можно будет потом использовать? Смотрите, существует сразу несколько вариантов, каким образом Мгм. токен-холдеры смогут ими пользоваться. Во-первых, токен-холдеры будут принимать участие в отборе и тех звезд, с которыми мы работаем, и тех начинающих спортсменов, с которыми агентство может, Мгм. которым агентство может предоставить финансирование. То есть токен-холдеры будут принимать участие в голосовании, на котором будет выбираться как раз, в
все клиенты нашего агентства. Следующий вариант, который будет очень интересен токен-холдерам, например, в теннисе это порядка 1 миллиарда фанатов тенниса, то есть мы опираемся на очень большую аудиторию. Что мы даем этой аудитории, которая купит наши токены? Это возможность доступа к звездам тенниса, получение от них эксклюзивных предложений, каких-то товаров с автографами, возможность провести личную тренировку или поучаствовать в общении со звездой. То есть это очень важно как раз для аудитории фанатов, дать ей возможность сломать барьеры, которые существуют между простыми людьми и суперзвездами, знаменитостями, и дать им возможность пообщаться, как-то коммуницировать, соприкоснуться, потому что то, что сделали соцсети 5-10 лет назад, как они перестроили вообще механизм общения фанатов со своими кумирами, я считаю, что блокчейн вообще сможет вывести это на совершенно иной уровень. И еще очень важный фактор, который нужно понимать токен-холдерам нашего проекта, то, что по мере развития агентства мы будем зарабатывать все больше и больше комиссий с учетом того, что будут подписываться больше рекламные контракты, звезды будут зарабатывать больше призовых, от которых как раз зависит наша комиссия. При этом мы обязуемся всю свою комиссию, которую мы получаем от рекламных контрактов или от призовых, конвертировать в токены ACE. То есть это прямо означает то, что всю комиссию, которую мы получаем, мы с ней приходим на биржу, на которой будут торговаться токены ACE, и на эту комиссию мы выкупаем наши токены. Это означает, в принципе, те, кто разбирается в экономике, они понимают, что значит дополнительный спрос на рынке, на бирже. А вот как раз про токены ACE, у вас про них написано и на сайте, и в white paper. Это относится именно к теннису, то есть, получается, для каждого направления будет отдельный токен, да? Абсолютно верно, да. У нас токены ACE, они относятся конкретно к поддержке молодых теннисистов и уже состоявшихся профессиональных теннисистов. Для футбола это будут токены Go и так далее по различным направлениям. А еще видела в white paper у вас, что существует 3 роли в сообществе. Это скауты, промоутеры и аналитики. Расскажите, пожалуйста, о них. Смотрите, это наша основная подрывная технология, которую мы привносим в отрасль традиционных агентств. То, что сейчас агентства по раскрутке знаменитостей, они сосредоточены только в наиболее крупных рынках. У них есть очень ограниченный штат агентов, который позволяет им искать талантливых спортсменов и искать для них интересные рекламные предложения, возможности развития. Что мы хотим сделать? Мы хотим создать децентрализованную сеть скаутов, которые будут по всему миру искать талантливых молодых ребят или уже состоявшихся спортсменов, которым будут интересны услуги нашего агентства. Также это будет децентрализованная сеть промоутеров, будет находить интересные спонсорские предложения и рекламные контракты в различных странах, для того, чтобы наилучшим образом раскрыть маркетинговый потенциал наших звезд. И третья роль в сообществе – это роль аналитиков. Эта роль предназначена, на самом деле, всем токен-холдерам, которые смогут проголосовать за тех или иных спортсменов, с которыми работает наше агентство. Понятно. То есть, по сути, проанализировать несколько вариантов спортсменов, с которыми мы будем продолжать работу, и выбрать именно тех перспективных, на которых стоит сделать ставку агентства. Да, интересно. А сейчас для инвесторов, наверное, вопрос такой важный. Когда у вас вообще запускается ICO? Пресейл мы уже запустили, мы его начали 1 августа, и он продлится до 30 августа, а сейл начинается 31 августа и будет идти в течение 2 месяцев. Понятно. А с какой валюты вообще можно проинвестировать, участвовать в ICO? Проинвестировать можно с большим количеством валют, это и биткоин, и этериум, и лайткоин. Полный список есть у нас в white paper.
суммарный объем, который мы хотим привлечь именно в теннис, составляет целевой наш объем. Это 15 миллионов долларов, который нам необходим для развития. Понятно. А на какой платформе запускается ICO? Мы запускаем само ICO, будет, сам токен будет создан по стандарту ERC-20. Запускаем мы вместе с ICO Box компанией на платформе эфира, если вы говорите, что это. А будут ли какие-то скидки во время ICO? Да, безусловно. Во время пресейла, который уже сейчас идет, все участники пресейла, они смогут получить 15% бонуса на ту сумму токенов, которые они будут покупать на пресейле. Единственным ограничением для участия в пресейле является минимальный объем участия. Это 5 биткоинов. Это на ICO, да? На который... Это на пресейле. Во время ICO минимального объема, во время основной продажи у нас нету какого-то минимального объема, которым мы лимитируем наших потенциальных участников. Мы это сделали потому, что есть огромное количество любителей тенниса по всему миру, для которых важно подключиться к нашей платформе и начать принимать участие, поэтому делать какой-то минимальный порог в данном случае было бы неправильно. А когда завершится ICO, через сколько там времени, к какому месяцу токен выходит на биржу? Мы сейчас ведем переговоры с различными биржами и планируем, у нас в конце октября завершится основной сейл, основная продажа, и через 4-6 недель мы планируем выпустить токен на бирже, договориться о листинге. А на что первым делом пойдут средства, собранные на ICO? Они пойдут на две цели. Это, во-первых, поддержка молодых спортсменов-юниоров, которым нужно до 100 тысяч долларов в год, чтобы финансировать свои расходы в юношеском возрасте, потому что это огромные расходы на тренировки, на перелеты, участие в турнирах, на оборудование. И наше агентство как раз предоставляет возможность молодым спортсменам не прекращать свое спортивное развитие, и даем им возможность вырасти в звезд тенниса. А вторая цель, на которую пойдут средства, собранные во время сейла, это создание, это маркетинг наших спортсменов, потому что мы уже заключили первые контракты с профессиональным теннисистом. Это Вероника Кудерметова, которая входит в топ-60 по миру и выиграла 19 турниров. И нам очень важно создать правильную сеть для маркетинговой поддержки и реализации рекламного потенциала наших спортсменов. Понятно. А вот такой вопрос еще. Вы, получается, будете инвестировать в молодых там спортсменов, каких-то успешных, когда им будет где-то 13-14 лет. То есть это, получается, инвестиция на долгосрок, то есть нужно будет ждать, когда эта инвестиция окупится? Или как это? На самом деле здесь очень важно то, что мы совмещаем и инвестиции в молодых спортсменов, которых мы финансируем их развитие, и работу с уже состоявшимися профессионалами, сбалансированную во всех отношениях, в том числе в плане финансовых потоков и выручки, которые мы получаем, сбалансированную модель. Потому что молодые юниоры, они действительно смогут зарабатывать и приносить существенные деньги только через несколько лет, когда они с 14 лет, 14-16 лет, того возраста, в котором мы их берем, дорастут уже до уровня профессионалов 18, 19, 20 лет. Но при этом есть огромное количество уже состоявшихся профи, которым очень интересны наши услуги, очень интересно работать с нашими маркетинговыми партнерами, и которые зарабатывают уже сейчас, которые имеют очень яркий и четкий потенциал для рекламодателей, за счет чего мы будем свою комиссию как агентство получать уже сейчас, уже в текущий момент. Понятно. И напоследок такой вопрос. Ваша миссия, цель, планы на будущее какие? Наша миссия – это в первую очередь помочь талантливым спортсменам реализовать свой потенциал и достичь тех высот, которых они не могли бы ранее достичь без должного финансирования и без должной поддержки агентства.
Наши планы в данном случае это в первую очередь увеличить количество спортсменов. Мы сейчас пока начали подписывать только первые контракты. После пресейла, в зависимости от объема средств, которые мы соберем, если это будет больше 15 миллионов, то мы сможем поддержать куда больше спортсменов. Пока целевое значение это у нас 30 юниоров и от 10 до 20 профессиональных игроков, с которыми мы заключим контракты. А если говорить о других видах спорта, то футбол у нас сейл запустится в сентябре месяце, у которого будут аналогичные цели. Это поддержка молодых футболистов и уже состоявшихся профи. Также мы будем выходить в другие виды спорта и работать с другими знаменитостями. Классно, спасибо, что поделились информацией, ответили на мои вопросы. Все было очень интересно, проект реально классный, я таких идей еще не встречала. Мы тоже очень надеемся, что у нас получится реализовать наши планы. Мы уже активно двигаемся в эту сторону. Большое вам спасибо за интервью и возможность пообщаться. До свидания, всего хорошего. До свидания.